Всем привет! С вами Александр, вы на канале У Белого дома. И сегодня я хочу вам рассказать вот об этой штучке. Отличную вещь я себе приобрел. Это Bluetooth приемник-трансмиттер от компании Ugreen. Как она определяется в Bluetooth устройствах Ugreen 40762E. Но модель ее называется CM108. Стоит она $23.75, что гораздо дороже. Ну, наверное, в 2 раза дороже, чем вот эти Bluetooth наушники от компании QCY, модель QY8. Ну и несколько дороже полноценных Bluetooth колонок. Все эти устройства мне понадобятся для тестов вот этого адаптера. Поэтому сегодня обзор. Погнали! Bluetooth ресивер трансмиттер Ugreen CM108, или как он определяется при Bluetooth подключении Ugreen 40762E, предназначен для беспроводного приема или передачи аудиосигнала. Оснащен Bluetooth модулем версии 4.2 и аккумулятором заявленной емкостью 200 мАч. Подключается в режиме трансмиттера к AUX выходу аналогового звукового сигнала любого устройства, такого как ноутбук, телевизор, аудиоплеер, с помощью вот такого вот кабеля с двумя коннекторами мини-джек 1 метр длиной, который имеется в комплекте поставки для передачи звука на 2 пары Bluetooth наушников или 2 беспроводные колонки. А в режиме ресивера, то есть приемника, подключается к AUX входу активной акустической системы, AV-ресивера, усилителя, музыкального центра, автомагнитолы или к проводным наушникам для воспроизведения звука с любого беспроводного источника аудиоконтента посредством Bluetooth связи. Устройство также комплектуется качественным переходником с разъемом мини-джек 3,5 мм на 2 RCA коннектора и кабелем зарядки microUSB-USB. Это просто кабель зарядки без возможности передачи данных. Длиной 1 метр. Отмечаю хорошее качество всех проводов и позолоченные контакты от мини-джек и RCA разъемов. И иллюстрированной инструкцией здоровая портянка на 5 европейских языках, включая китайский, но русского языка здесь нет. Весь комплект упакован в фирменную картонную коробку. Все технические параметры изложены на тыльной стороне коробки. В подарок от официального магазина Ugreen, где я приобретал данный адаптер на AliExpress, имеется вот такая вот стяжка для проводов. Прибор изготовлен из черного пластика с soft-touch покрытием, представляет из себя миниатюрную такую шайбу диаметром 54 мм и толщиной 13 мм. На верхней грани размещена единственная глянцевая кнопка для активации подключения. В зависимости от режима работы кнопка имеет красную или синюю круговую светодиодную подсветку. На нижней грани имеется кольцевая резиновая опора. На боковой грани этой шайбы размещен переключатель RX-TX, то есть с приемника на трансмиттер. Также AUX вход или выход в зависимости от режима работы, мини-джек и microUSB вход 5 вольт для зарядки встроенного аккумулятора. Для включения устройства в любом режиме, будь то ресивер, будь то трансмиттер, необходимо удерживать эту кнопку до загорания светодиодной подсветки. Это буквально 2-3 секунды. При этом активируется режим спаривания по Bluetooth. Выключается оно также удержанием данной кнопки, пока не погаснет подсветка. В рабочем режиме, будь то прием, будь то передача, подсветка мигает редким синим светом. В режиме спаривания она мигает красным и синим попеременно. Данный адаптер позволяет подключить сразу несколько устройств одновременно. В режиме приемника это могут быть источники аудиосигнала. Переключение между ними происходит двойным кликом по этой кнопке. Затем необходимо запустить фонограмму на выбранном источнике. В режиме трансмиттера переводим переключатель в это положение. И можем одновременно подключить сразу 2 пары наушников или 2 беспроводные колонки. Для этого необходимо также подключить сначала одно устройство, потом двойным кликом устройство переходит в режим спаривания и подключается второе устройство. Для удаления из памяти
всех спаренных устройств необходимо эту кнопку зажать на 10 секунд. Тогда устройство обнуляется, переходит, так сказать, в нулевые заводские установки. Вес устройства 21 грамм. Такие миниатюрные габариты и вес позволяют использовать данный адаптер с проводными наушниками и носить его в кармане. Устройство не оснащено микрофоном, учитывайте этот момент. Данный прибор позволяет одновременно в режиме трансмиттера подключать две пары Bluetooth наушников или две Bluetooth колонки. Первую колонку мы подключаем стандартно. Для этого с выхода источника аудиоконтента кабель мы подключаем в разъем AUX, переводим устройство в режим трансмиттера TX, зажимаем кнопку, пока загорится светодиод. Но предварительно мы включаем это устройство, первую колонку, в режим Bluetooth. Подключилось. Далее мы выключаем это устройство. Два раза кликаем на эту кнопочку. Устройство перешло в режим спаривания. Моргает красный, синий светодиод по очереди. И включаем вторую колонку. Bluetooth enabled. Connected. Так, подключилась вторая колонка. И теперь включаем первую колонку. После включения первой колонки она автоматически также подключается к этому трансмиттеру. Bluetooth has started. 连接成功 Connected. Теперь работают параллельно две колонки. И вторая. Такая ситуация будет и с Bluetooth наушниками. Ну, две пары Bluetooth наушников, если подключить. Отмечу, что при последующем включении ранее спаренные устройства автоматически подключаются к адаптеру. Но только первое из них. Для второй придется снова два раза кликать на эту кнопку. Имеется небольшая задержка передачи звука при подключении второй пары наушников или второй колонки, но не более 40 миллисекунд. Приобретение с которым я столкнулся буквально сейчас. Наверное, лет назад такой возможности не было. Это торги с менеджером магазина. То есть у лота есть цена. Первая колонка раньше говорит, вторая позже. Но кроме того, есть еще поле. В то время в Беларуси... Но какой-то видной рассинхронизации между видеороликом и звуковой дорожкой на слух, на взгляд не особо заметно. Вот вторая колонка, которая с задержкой идет. Не заблокировано ничего, рабочий счет. Но вернемся к eBay. В интернет-аукционе eBay есть три пути приобретения товара, которые я затрачиваю на и первая колонка, которая говорит как бы в такт. С помощью дебетовой электронной платежной системы PayPal я могу расплачиваться за товары, уже известных многим магазинах, таким как Dell, Extreme, Tiny Deals. Еще раз покажу вторую колонку. Geekbank, Banggood, TomTop, тот же eBay. Наверное, во всех, кроме AliExpress. Именно поэтому, наверное, AliExpress доступнее гражданам бывшего Союза. Данный адаптер модели Ugreen CM108 построен на микроконтроллере Qualcomm CSR8670A. В нем присутствует поддержка кодеков AAC и aptX. Благодаря последнему без проводов транслируется музыка без потерь как в частотном, так и в динамическом диапазонах. И это действительно ощущается, например, в сравнении с имеющимся у меня ресивером Ugreen 30445E, работающим под управлением микроконтроллера Qualcomm CSR8635, в котором отсутствует поддержка кодека aptX. Также этот адаптер проигрывает отсутствием в нем встроенного аккумулятора, и в нем нет функции трансмиттера. Ну и соответственно он дешевле на $8. Для обоих устройств заявленная дистанция передачи за 10 метров. Это так и есть, но для разных устройств эта дистанция также разная. Например, при использовании Bluetooth наушников QI8 от компании QCY звук доступен в любой комнате моей квартиры, несмотря на несколько железобетонных перегородок на их пути. Эти наушники построены также на чипе CSR Qualcomm,
с поддержкой кодека aptX, который в свою очередь очень требователен к качеству Bluetooth связи. Но почему-то в этих наушниках звук доступен на очень большой дистанции. Вот этот вот тандемчик вообще шикарный, я рекомендую для приобретения. И ссылочку оставлю к вам на эти наушники также в описании к этому видеоролику. Заявленная дистанция трансляции 10 метров. Ну, в принципе, как передачи, так и приема. Я вот подключил в одной комнате данный адаптер в режиме трансмиттера к AUX-выходу этого музыкального центра и транслирую звук на AV-ресивер Yamaha, который находится в другой комнате за бетонной стенкой. Но я могу воспроизводить с любого источника, например, даже с кассеты. Устанавливаю кассету, включаю play. А в другой комнате, звук я прослушиваю на AV-ресивере, большой акустической системе с помощью уже Bluetooth приемника. Здесь я использую Bluetooth приемник, который подключен с помощью RCA разъемов на аналоговый вход ресивера. Но теперь можно наслаждаться музыкой независимо от того места, где находится источник сигнала. В качестве ресивера приемника это устройство также себя хорошо показало. Для этого переходим в режим RX. И в данном случае этот переключатель переключает не только режим работы этого устройства, но и также вот это гнездо со входа на выход. В данном случае оно будет уже как выход работать. И подключаем сюда проводные наушники. В смартфоне среди Bluetooth устройств мы находим Ugreen 40762E. Так, подключено. Теперь можно пользоваться этими наушниками как Bluetooth. Связь между смартфоном Samsung Galaxy Note 2, построенным также на процессоре Snapdragon с поддержкой кодека aptX. Также перехожу в дальние комнаты, и связь не прерывается, стабильное. Разделение левого и правого каналов отличное, четкое. Низкие верхние частоты, полный динамический частотный диапазон. По мере разряда батареи звучит голосовое уведомление на английском языке о необходимости зарядить данное устройство. Светодиод подмигивает уже красным светом. В процессе зарядки кнопка имеет красную подсветку. Напряжение заряда 5,7 вольта и ток 160 мА. Заявлена емкость встроенной батареи, литиевой батареи 200 мАч. Мне удалось зарядить до 348 мАч. Время зарядки заявлено было 2,5 часа, но вот до этой емкости встроенная батарея зарядилась у меня ровно за 2 часа. Ну и как вы видите, по окончании зарядки красная подсветка сменилась на голубую. Устройство отлично отработало и в режиме трансмиттера, и в режиме приемника около 12 часов. Ну, как заявлено было на официальном сайте, более 10 часов. Так оно и есть. То есть, благодаря своим габаритам, малому весу и такому большой емкости аккумулятора, это устройство очень удобно в пользовании. Соглашусь с некоторыми комментариями, что в режиме трансмиттера несколько занижен, даже значительно занижен уровень громкости. Но я думаю, что это не критично. Возможно, это сделано специально, чтобы не было перегрузок при воспроизведении, там, в наушниках, в колонках. Ну и всегда можно на источнике сигнала этот уровень сигнала поднять путем регулировки громкости. Как недостаток, но в принципе это присуще не только этому устройству, отмечу, что здесь нет возможности контролировать расход батареи. И второй момент, такой, который меня не очень устраивает именно в работе трансмиттера, поскольку сигнал поступает на него уже с аналогового выхода, то все шумы, все трески, особенно если источником является магнитофонная кассета, то понимаете, что все шумы, присущие магнитофонной ленте, все это передается на это устройство, которое затем транслирует на уже беспроводные там колонки, наушники. Но в основном работа этого устройства и в режиме трансмиттера, и в режиме ресивера мне понравилась. Качество передачи good, дальность, дистанция трансляции суперская. Поэтому рекомендовать это устройство к покупке я могу смело. Ссылка будет под видео, можно брать. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока, увидимся.